Всем привет, Польза.нет. Так делать нельзя. Будем топить Turbo 3 в Poco F6 в перспективе. Так, и здесь IP64, разумеется, так делать нельзя. Но лучше ли он, чем ZTE с IP67? Пока живой. Останется ли живой окончательно, вы узнаете на канале, потому что F6 я тоже буду покупать и буду сравнивать, скорее всего, с этим смартом. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Redmi Turbo 3, либо по-другому Poco F6 Pro, который будет представлен 23 числа. И 23-го на презентацию я, скорее всего, буду всех собирать. Возможно, я разыграю Poco F6 Pro. Но чуть-чуть позже, но опять же условия будут в презентации. Что здесь интересного у нас? В первую очередь IP64. Я его уже потопил, он пока еще жив. Это делать ни в коем случае нельзя. Нужно IP67. Но это говорит, что он лучше, чем любой ZTE с IP67, который у меня тонул уже. ZTE Z60 Ultra, привет тебе. Если говорить про, собственно, смартфон. Мне очень нравится, что здесь прямые рамки. Мне безумно нравится, что после падения на камни, которое вы, скорее всего, увидите в ролике, он выжил. У меня только слетела защитная пленка и, разумеется, прогнулись боковые грани. Помимо этого, процессор, который выбивает минимум 1 миллион 400 тысяч баллов в Antutu, самая последняя оперативная память, самая последняя внутренняя память, хороший тач у экрана и в целом еще и субфлагманская плотность пикселей, плюс космическая яркость. И вроде бы здесь все хорошо, но, как всегда, очень много заявленного, к сожалению, здесь разнится от того, что в реальности показывает смартфон. Допустим, тот же Always on Display умный, и как мы прекрасно знаем, таким образом Xiaomi просто обрезает флагманские аппараты от нефлагманских. В ролике я сравню его по видеосъемке с Samsung A55. Насколько хорош этот сенсор, который везде пихают, но под разными названиями, я про основной, можете решать сами. Ультраширик и фронталка здесь, как всегда. Кто в курсе, что такое Xiaomi, знает. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в черной коробке из плотного картона, на ней есть краткая информация и название модели. Выглядит упаковка неплохо. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, хороший силиконовый чехол, адаптер питания на 90 Вт с китайской вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти, разумеется, запихать сюда нельзя, и никакого гибридного слота мы не получаем, что в принципе неудивительно. Габариты смартфона 160 на 74 на 8,1 мм, а вес 182 грамма. Очень даже легкий. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Сейчас это Poco X6 Pro. Условия для розыгрыша просты. Подписывайтесь на этот канал с колоколом, оставляйте комментарий осмысленный, больше 5 слов, в комментарии, либо в описании своего канала. Указывайте свое имя в телеге и подписывайтесь на телеграм-канал скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. Если вы победите, то я вам напишу. На стриме присутствовать не обязательно. Все розыгрыши в конце месяца на стриме. Перейдем же непосредственно к смартфону. Начнем. В продаже есть 4 расцветки. Это черная, бежевая и зеленая. Как многие уже поняли, Redmi Turbo 3 это китайская версия глобального смартфона Poco F6. Внешне он выглядит аккуратно и привлекательно. Собран смартфон в целом хорошо. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Защита от влаги, пыли есть по стандарту IP64. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Для персонализации звука в настройках есть предустановки для разных сценариев использования и даже кастомный эквалайзер. Аудиокодеков на борту более чем достаточно, а Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, за что плюс. Топовым его не назвать, тот же OnePlus 10T, который продавали недавно по 21 тысячи на Алишке на распродаже, он намного лучше. У OnePlus всегда лучше. Вибро. ИК-порт здесь в наличии, а вот мини-джека нет на 3,5 мм. Если говорить про звук, здесь это полуторка, разумеется, и хорошим звук не назвать за те же деньги, допустим, те же Honor, которые я постоянно ругаю за другие вещи, по звуку будут на 2 головы выше. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Соотношение сторон 20 к 9, матрица экрана абсолютно плоская, рамки симметричные, плотность пикселей 446 ppi, за что однозначный плюс. Пиковая яркость по моим замерам 1900 люксов, а на 100
100% яркости смартфон выдает 810 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, мультитач на борту, и экран плохо откликается на 10 касаний одновременно, но главное откликается. Притом хочу отметить, что все тесты я проводил без защитной пленки, потому что она спасла меня от падения на камни. Показатели шима выше 20% не поднимаются, что неплохой результат, но далеко не лучший. Always on Display в наличии, как они говорили, умные, они молодцы, но не полноценные, как всегда они продают нам обрезанный АОТ. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Все работает хорошо, завести можно до 5 отпечатков пальцев. Один и тот же отпечаток, как многие любят, завести можно все 5 раз. Я считаю, что это минус у Xiaomi. Распознавание лица срабатывает хорошо, даже под углом. Биометрические данные можно завести до 2 лиц. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3 ГГц. Графический процессор Adreno 735 и сразу мое мнение, большинства мнения, что это лучше, чем Snapdragon 8 Gen 2. По мощности можно поспорить. Если говорить про графический обвес, то же самое можно сказать. Это чуть-чуть хуже, чем 8 Gen 2 с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, что Gen 2 уже оптимизирован под все игры, интерфейсы и т.д. и т.п. Здесь у нас пока еще свежий процессор, и оптимизация всего и вся под него будет не скоро. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии. На борту есть ряд полезных интересных функций. Одна из них — это управление жестами. В принципе, такое есть уже у всех. Русского языка на борту нет, что неудивительно. Можно его переводить, можно переводить все полностью, но лучше подождать Poco F6, разумеется. Там все будет на русском языке сразу. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 гигабайт. Внутренняя память супербыстрая UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E, 5G, 4G сетей и ниже, но поддержки eSIM нет, как и 7 и 20 бенда для 4G. Датчик приближения работает неплохо, запись разговора без уведомления собеседника о начале записи разговора в стоке есть. NFC поддерживается и MirPay встает без проблем. GPS-тест показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 9 часов 3 минуты на 100% яркости со 120 Гц, и это неплохо. Но кое-кто на таком процессоре выдает больше, поэтому будем считать, что это просто неплохо. В следующем обзоре узнаете, что за смартфон. Work Performance выбивает 16 тысяч баллов. Xiaomi Redmi Turbo 3 поддерживает быструю зарядку до 90 Вт, но вот беспроводной зарядки нет. Заряжается от родного адаптера питания с включенной функцией быстрой зарядки от 0 до сотки. В среднем у меня за 42 минуты. Быстрее не получалось, хотя, опять же, заявлено 34 с нуля. При просмотре видео на YouTube в среднем уходит 3-4% заряда в час, а в играх за час примерно 25%. Но я скажу, что на данный момент процессор вообще никак не оптимизирован. Посмотрите польза стримы, прожарку и поймите, что рано говорить о его игровых возможностях. Все неплохо, но и не хорошо. Далеко не хорошо, потому что я уверен, что перспектив для того, чтобы они допилили все и вся, чтобы там ни FPS не сбрасывалось, ни яркость, еще море. Хотя, с другой стороны, как те же Realme, чтобы вообще просто сбрасывалось FPS до 300 люксов, они не делают. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 401 гипс максимум, 386 гипсов в среднем и 371 гипс минимально на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 1872, в мультикоре 4843. Результаты прогонки в 3D-марке вы видите на экране. Все довольно неплохо, но устойчивость выше 82% не поднималась. В Antutu он выдал результат в 1 399 000 попугаев, потратив 6% заряда. Storage-тест показал 193 тысячи. Далее, основной сенсор Sony LYT600. Ну-ка напишите мне, что они переименовали, что за сенсор, чтобы он красиво звучал. По факту все знают, что это за сенсор, правда, потому что 50 мегапикселей, апертура 1.6, оптическая стабилизация и максимальное разрешение для съемки у него 4К 60 FPS. К слову, у меня 3 смартфона получается на одном и том же сенсоре. Это Realme 6 SE, Turbo 3 и iQOO-шечка. Все жарили на пользу стримы. Посмотрите, сравнение этого смарта и Realme будут в обзоре на Realme, чтобы вы постарались увидеть разницу. Далее, сверхширик стандартный, печальный Sony IMX355 на 8 мегапикселей с цифровой стабилизацией апертурой 2.2 и фронтальный сенсор стандартный, тоже OmniVision, этот бедный OV20B на 20 мегапикселей.
производителей. Не хотят они нормальные ставить сенсоры на ультраширик и на фронталку. Находится он по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 fps. В целом, короткий пример вы сейчас увидите, как и сравнение со смартфоном от Samsung A55. Почему с ним? Потому что стоят они одинаково. Притом Samsung, скорее всего, поначалу будет стоить даже дешевле, чем Poco F6. Или Redmi Turbo 3 стоит также, можно сказать так. Снимает данная модель интересно, но ничего сверхъестественного она не выдает. И не должна с этими сенсорами. Так, ну вот смотрите, вот сейчас прям интересный заруб, потому что 4К 30 FPS на Samsung A55, который как раз стоит примерно так же, против 4К 60 FPS на Redmi Turbo Note Turbo 3. И, ну, по мне, Redmi молодец. Может быть, я чего-то недопонимаю, либо чего-то не вижу. Можете, разумеется, меня поправить. Но если даже плавно ввести, вот он, основной модуль. Redmi будет лучше. С другой стороны, достаточно перейти на ультраширик, и у Redmi здесь вообще белина. Почему? Потому что только 1080p 30 fps, а у Samsung остается 4К 30 fps на ультраширике. И если вам конкретно нужен ультраширик, разумеется, я посоветую вам купить GoPro. С одной стороны. С другой стороны, вот смотрите, какой пересвет ловит Samsung. Тоже так интересно. Может быть, на записи будет по-другому, но то, что вижу я, это ужасная картина у Samsung. Так, и вот теперь мне стало интересно, а как же в 4К 30 FPS, если Samsung выставить так же и Redmi также? Будет ли так все хорошо у Redmi? Ну, по мне, хорошо. Вот все-таки Redmi выигрывает. Опять же, это мое субъективное мнение. Так, вот сейчас 4К 30 FPS, только системность может быть объективной. И помним, что Redmi может снимать, который Turbo, который Note, который 3, 4К 60 FPS. Но это для интереса. Если снимать будут в одном разрешении, тем более ночью желательно как раз 4К 30 FPS использовать. Видите, как не очень хорошо получается у Redmi. Но опять же, это не предельное его разрешение. С другой стороны, напоминаю, что великий и ужасный Samsung может, ну, снимать все это дело. Ну а теперь 4К 60 FPS. Помогут ли 4К 60 FPS Redmi в этих сложных условиях обстановки? По мне, наверное, нет. Но опять же, вот давайте X2 сделаем на одном и на втором смартфоне. Понятно, что и та, и другая картинка несмотрибельна, но нет, несмотрибельна на Redmi. На Samsung на эту картинку смотреть на смартфоне, во всяком случае, можно. Вполне возможно, я не прав. И эта история вся будет намного-намного приятнее, когда вы будете смотреть это все дело на мониторе. И на мониторе все будет очень круто. Но пока, вот смотрите, как с источниками света. А с источниками света Samsung проигрывает по мне. Хотя, как говорится, все относительно. У вас есть примеры, пища для размышлений и исходники в моей личной телеге. А дальше уже, я думаю, вы решите, да? Что с этим делать и какие выводы делать. Напоминаю, что днем плюс-минус все одинаково снимает, если это не Realme. Realme 12 Pro, 12 Plus, конечно, дал жару в плане плохой съемки, по мне. Ну что же, 4К 60 FPS против 4К 30 FPS Redmi против Samsung A55. И в этот не сезон для технологий, если вы смотрите этот обзор, огромное вам спасибо. Посмотрю, потому что весна и лето — это не время, когда люди интересуются железками. Если вы ими интересуетесь, вот как, вот она вся разница, ощущаете? К сожалению, для Redmi. И да, мне правильно сегодня написали по поводу сенсоров, что Redmi, в принципе, не беспокоится о том, чтобы что-то менять в плане съемки у своих смартфонов. Сравните X2. Разница, конечно, огромная. Хотя вот сейчас я вам скажу, что желтого цвета желтит Samsung, притом конкретно.
Samsung конкретно желтит. С цветами угадывает на 100%, почти, ну, как я вижу, на 100% Redmi. Ну и сейчас, чтобы ощутить всю глубину глубин, как говорится, ультраширик 4К 30 FPS против 1080p у Redmi Note 3 Turbo. А вот ультраширики плюс-минус, видите, ну не одинаково, но близко. Хотя, опять же, вижу близко я, а вы видите, может быть, другие какие-то вещи. Ладно, у Samsung поприятней. Опять же, все субъективно. Все субъективно. Да, Samsung правильно цвета сейчас передает на ультраширик. 4К 30 FPS против 1080p 60 FPS на фронталке. Xiaomi против Samsung. И вот так вы примерно сможете снимать против солнца. И когда солнце бьет вам в лицо. Rolling Shutter не вижу. И я вам скажу, что я не вижу, что здесь А55 бы как-то классно снимал этот закат тоже. Такая вот беда. Мне даже лучше получилось у Note 3. Но опять же, давайте X2 и X2. Note ближе по цветам однозначно. Найдем 10 различий. Samsung A55 против Redmi Turbo 3. И здесь, я думаю, безапелляционно Samsung уделывает его по полной программе. Да, здесь одни шумы, но здесь хотя бы что-то видно. И можно сказать, что и та, и другая фотография бесполезна, но если вы будете выкладывать в какие-нибудь соцсети, вот это однозначно выигрывает хотя бы по деталям, и здесь можно что-нибудь там накинуть из эффектов, и будет все намного волшебнее, чем у Xiaomi. Опять же, если брать, допустим, сложные объекты, вот сейчас мы берем, допустим, Samsung A55, Xiaomi, но с освещением. И здесь, о чудо, они конкурентоспособны. Да, вот у Xiaomi такая же беда, как, в принципе, у всех с этим сенсором, у них много шума. Но, допустим, Samsung взял здесь и все замылил. Понятно почему, потому что я сравниваю ультраширик. Видите, магия в чем? Но зато, когда ты сравниваешь основу с основой 23 мм, видите, эквивалент 35-23 и 35-26, все вопросы отпадают наглухо. Давайте посмотрим работу со светом. Вот вам работа со светом. Где лучше? Samsung. При том, что дьявол кроется в мелочах. То есть ты вот эти по кускам берешь объекты какие-то, там дерево пластилиновое здесь. Здесь дерево чуть-чуть лучше выглядит. И вот местами в итоге собирается картинка, прилично или нет. Ночью по фотографии на основной модуль Samsung уделывает по полной программе, а днем я, как всегда, повторяюсь, все зависит от ваших рук и способностей и возможностей. Если сделаете все правильно, фотография у вас будет отличная. Исходники фоток на Turbo 3 скачивайте и смотрите сами, их сотни. У меня в телеграм-канале личном. Так, и что вы должны запомнить в первую очередь? Вот смотрите, это у нас фронталка Samsung, это у нас фронталка от Redmi. Видите, фронталка от Samsung по непонятной мне причине здесь сплоховала прямо конкретно. То есть в этих условиях, да, с одной стороны я могу сказать, что Xiaomi весь мыльный и вырезал не так, с другой стороны Samsung дорисовал, как будто это был какой-то лут накидан. Ну, в общем, проще говоря, Samsung неплохо отработал, но по деталям мрачно, хуже намного, чем у Redmi. И Redmi с его сенсором, который должен был по полной программе проиграть, да, если смотреть на волосы, он проиграл по полной программе, но в целом из вот этих двух фотографий мне бы было комфортнее работать вот с этой для постобработки. Если же использовать фронталку, допустим, ночью, вот, пожалуйста, это ночь у Samsung, видите, вырезал не идеально. Это ночь у Xiaomi, конкретно Redmi. Опять же, с одной стороны, деталей меньше, но в целом отработала она неплохо. И здесь у нас тоже Samsung по правую сторону, непонятно как вырезает. И Xiaomi непонятно как тоже портретный Redmi вырезает. Этих двух фоток, наверное, фотографию я бы вот эту выбрал. Но и та, и другая не идеальна. Мораль какая? Обычно Samsung уделывает по фотографии на фронталку по полной программе. Здесь я могу поспорить, что Xiaomi реально конкурентоспособен. Фудблогинг – вечное продолжение. Попытаться, если двумя руками держать, без штатива, то будете снимать вот так.
4К 60 FPS, работает кондиционер, и это фудблогинг. Вот так сможете снимать свои дошики, но с овощами и морской едой. И пример съемки на фронталку 1080p 60 FPS. Ну и как говорится, видите, если, допустим, снимать с только этого смартфона 4К 60 FPS, без всяких сравнений, все кажется очень даже неплохо. И можно сказать, что и плавно, и помимо этого неплохая работа со светом. Только при работе, при сравнении, история чуть-чуть может быть другой. И сравнение вы уже видели, а сейчас вы можете предположить, что вы не видели сравнения, смотрите на Redmi и такие, ну, как бы ничего так-то. Так-то ничего, если не сравнивать. А так шумов космос, засветы лютые, и по поводу того, что со светом что-то лучше справляется и что-то лучше вытягивает без шумов из подобных участков, мы уже знаем, правильно? Тоже касается фронталки 1080p 60 FPS, роллинг шаттер. Я вижу роллинг шаттер, или это глюк? Я надеюсь, что это глюк, потому что если нет, то это очень плохо. 4К 60 FPS, основной модуль, так не делаем, это съемка с одной руки во время поездки, притом еще и с, получается, горы. Но с другой стороны, более, наверное, неприятных условий для камеры вы не придумаете, только если просто закроете ее ладонью. И насколько хорошо или плохо проходит съемка, решать вам. Хорошо, сейчас дождя, кстати, нет. Но все равно довольно влажный асфальт, и поэтому я буду ехать крайне медленно, до неприличия медленно. Вот так сможете снимать на этот смартфон в движении ночью. У меня некоторые спрашивают, а как, если я на велосипеде буду снимать? Ну, во-первых, это очень плохая идея снимать ночью при поездке на велосипеде. Но если вы планируете, то, наверное, скорость у вас будет даже повыше, чем моя. Примерно это будет выглядеть именно вот так. 4К 60 FPS. И ночью вот так он сможет снимать. С очень противными источниками освещения. Так, это ультраширик и максимум X2. А это основа 4К 60 FPS. Ждем кофе. Ну что, по звуку кофе пошло. Вы сейчас увидите, как колбасит основной модуль. Но опять же, это от того, что плита еще горячая. И вот так, с двух рук, с упором, то есть я сейчас упираюсь на столешницу, вы сможете снимать, как варится кофе. Освещение естественное, окно на расстоянии 5 метров от меня. И тремора у меня как такового нет. Зато есть кофе, который вы можете наблюдать. Как один из моих подписчиков говорит, не забываю говорить об этом в ролике, что это очень вредно пить кофе из подобного, потому что пищевой алюминий, все дела. С другой стороны, какое капсульное пить или после чайника, все равно ты воду кипятишь в чем? Ну да, ты можешь в пластике кипятить, но нагревательный элемент будет все равно металлический. Ну или из какого-то металла. Ладно, это все лирика, не лирика, то, что вот так примерно вы сможете снимать свои кулинарные изыски, либо кому-то чем-то занимаешься. Я кофе варю. Видите, как, кстати, плита не очень плохо отражается. Я видал намного хуже варианты развития событий, когда цвета у этой плиты вообще розовые-розовые. Так что Redmi в этом смысле еще неплохие, если кто-то думает, что все плохо. И единообразно, пусть иногда и безобразно, вы видите очередной тест работы камеры смартфона. Основной модуль, ультраширик вы видели, что бесполезный и отвратный, но основной модуль более-менее. И вот так вы примерно сможете снимать. «4К 60 FPS», продолжаем банкет с фудблогингом. И вот так примерно вы сможете снимать на основной модуль
еду. Конкретно дошик вместе с овощами. 4К 60 FPS, и это безумно красивый закат, который вы сейчас видите в довольно плохом качестве. Ну, вот так Turbo 3 снимает. В сравнении с A35 тоже сейчас сделаю. 4К 60 FPS, лифт, и это Redmi Turbo 3 5G. Сейчас читал смешной комментарий на канале, что все люди, которые беспокоятся об отечественном производителе, покупают Huawei. Я не знаю, что за тролли они закупили, но это какой-то бред. Напоминаю, что Huawei это бренд китайский, так же как Redmi китайский бренд, Xiaomi китайский бренд, Honor китайский бренд. Это все расположено в Китае. Ну, насколько хорошо снимает Turbo 3, вы, кстати, в подобных условиях можете еще посмотреть в полноценном обзоре на основном канале, получается, одним кадром. Ну а так, лифт. 1080p 60 FPS, еще один лифт. Коллекционируем лифты для того, чтобы сделать максимально непрезентабельную фронталку. Это будет Poco F6, все помнят, да, я раз 500 за ролик напомню. И сенсоры вряд ли они поменяют, но у них, в принципе, новых сенсоров-то и нет. В смартах, новинках, ну, по мне. Ибо обзор одним кадром уже был на этот смарт. Но почему я сейчас решил еще дополнить, потому что что-то там из видеоряда, что сейчас я тестировал Realme GT 6 SE в прожарке на канале Польза стрима. И он, в отличие от Turbo 3, просто автоматически при заходе в обычный Genshin сбрасывал яркость до 360 люксов. Просто вот как с куста. Такой, друг, я не буду работать при яркости выше. И все. Желание такие смартфоны тестировать, оно меньше. Turbo хоть что-то пытался. Минусы: старая версия Type-C разъема, но с другой стороны, если вам надо 2 гигабайта какие-нибудь скинуть за 50 секунд, он скидывает по кабелю. Нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, нет бендов 7 и 20. И в принципе, для чего нам нужен этот смартфон? Чтобы понимать, какой будет Poco F6 и прикидывать, насколько высокий ценник на него будет, потому что мы знаем ценник на Turbo 3. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Все, кто хочет помочь проекту, если у вас в телеге есть премиум, дайте голос моему телеграм-каналу Скидок. Сегодня начинается очередной сейл на 5 брендов на Али. И 23-го будет презентация Poco F6. И резюмировать я хочу проще некуда. Без 7 и 20 бенда этот смартфон вам не нужен. Да, за 25 тысяч рублей, с одной стороны, хочется бежать покупать, сказать, что в принципе связь будет ловить, бенд 3 есть, но нет. Ну зачем? Подождете вы Poco F6, и будет он примерно как Poco X6 Pro. Ценник упадет просто за 3 месяца с 30 тысяч до 21 тысячи. Напоминаю, что Poco X6 Pro продавали за 21 тысячу. В телеге скидок можете посмотреть во время распродажи. С этим смартфоном будет плюс-минус то же самое. Да, сначала он в глобалке выгрузится в Ангу за долларов 320, потом они скинут еще $20, и постепенно вы сможете приобрести этот смартфон, в принципе, в те же деньги, что и китайский смарт. С другой стороны, дешевле он вряд ли будет. Мы знаем теперь нижнюю планку, мы знаем его особенности и способности, и я его даже оставлю для того, чтобы сравнить в итоге глобальную версию Poco F6 с этим делом. Но мы всегда знаем, что так в принципе, они и поступают. Итого, основной модуль, все как у всех, снимает он как у всех. Проблемы с перегревом, учитывая, что новый процессор со сбросом яркости в играх как у всех. Экран супер классный, супер яркий, тач волшебный. Если говорить про зарядку, возможно, еще раскачается. Хотя, в принципе, 42 минуты это тоже неплохо, хотя это и не 30 обещанные. В целом, пластиковая рамка меня спасла, экран не разбился после падения, поэтому у меня хорошее отношение к данному девайсу. Redmi всегда топ за свои деньги, и говорить, что здесь что-то плохо, я не могу, потому что за эти деньги такое железо не купишь ни у кого. Выбирайте сами. Для общего развития я считаю, что это как новостной ролик пойдет. Напишите в комментах, делать ли еще обзоры на китайские девайсы. Напоминаю, что у меня был обзор одним кадром на этот смарт. Напоминаю, что у меня уже обзор был, прожарка на него на канале Польза стрима. Можете посмотреть, там 3-часовой он был. От меня девайсу
Тем, кто понимает, что нет 7 и 20 бенда, однозначно да. Но ждем 2 недели, ждем глобалку и решаем, нужен он нам или нет в перспективе в глобалке. Добра и удачи вам, дорогие друзья!